Ребят, смотрите, на первый взгляд кажется, что это простой, обычный e-агент, который мы создаем через сервис N8N буквально за несколько секунд, либо минут. Но отличие этого мощнейшего и-ассистента, и-агента, и продавца, потому что именно для этих целей лучше всего использовать этого и-агента, от стандартного заключается всего в одной ноде, в одном инструменте, в одном узле. Инструмент называется память. Смотрите, проблема. Ребят, я реально много думал для того, чтобы начать это видео так, чтобы вам было интересно досмотреть это видео до конца. Потому что на первых порах это не совсем понятно. То есть для чего эта память, как она используется. Но этот инструмент реально выведет ваших и агентов, и помощников, особенно и продавцов, на совершенно новый уровень. Просто посмотрите это видео до конца, и вы поймете, в чем основная идея, в чем основной смысл этого видео. Когда мы используем стандартную память от сервиса N8N, мы ограничены в количестве сообщений. То есть мы можем поставить, например, 5 сообщений, и через 5 сообщений наш и-агент не будет помнить о том, о чем он, соответственно, разговаривал с нами там несколько сообщений назад. Конечно, можно поставить большее количество сообщений, например, 100 сообщений, но тогда каждый его ответ будет выходить нам дороже, потому что ему нужно будет доставать из памяти информацию по переписке с нами. И за счет этого каждый ответ будет выходить все дороже. Как решить эту проблему? Проблема решается с помощью такого инструмента, вариант решения проблемы с помощью дополнительного инструмента, называется он ZEP. То есть мы в качестве памяти будем использовать ZEP. Для чего нужен и как используется этот инструмент ZEP? На самом деле он делает из этого и-агента, просто выводит этого и-агента на совершенно новый уровень. Смотрите, во-первых, ZEP он запоминает юзеров и сохраняет их в специальную картотеку юзеров по ID номерам, то есть по своим собственным регламентам, по своей собственной переписке. Например, я общался с этим и-агентом, и он запомнил всю историю переписки со мной. То есть он сохранил всю историю переписки со ммной, и теперь я могу в любой момент перейти, посмотреть, вспомнить, о чем мы, соответственно, с ним общались. Я также ему могу задать какой-то вопрос по поводу того, о чем мы с ним общались, и он вспомнит, и он напишет мне ответ на этот вопрос. Самый простой и банальный пример. У вас есть и-продавец, но спустя какое-то время ваш и-продавец уже не будет помнить о том, что он продал. Соответственно, у него не будет списка того, что он продал тому или иному клиенту. Использовать это отдельно в качестве баз данных тоже не совсем эффективно, потому что мы не можем взаимодействовать именно с одним человеком. Вести базу данных для каждого человека — это не совсем прикольно. Лучше бы, чтобы наш и-агент, и-продавец всегда помнил конкретно, с каким пользователем, о чем он общался. Для этого мы как раз и используем инструмент ZEP. Смотрите, он мало того, что сохраняет всю историю переписки, также он строит для себя логические связи, в которую мы можем зайти и посмотреть. Например, я буквально несколько сообщений этому и продавцу отправил, и он уже построил связь. Он уже построил информацию обо мне, что меня зовут Игорь Зуевич, что у меня есть Инстаграм, где собрано 450 тысяч подписчиков, что у меня есть YouTube, где собрано 60 тысяч подписчиков. Я использую искусственный интеллект, я занимаюсь предпринимательством, я соответственно, использую сервис N8N, я блогер, и плюс какие-то дополнительные детали обо мне, которые ему в принципе важны, но о которых мы еще с ним не говорили. И каждый раз, когда я буду с ним взаимодействовать, когда я ему буду что-то писать, он будет увеличивать эту карту, соответственно, карту информации обо мне. Грубо говоря, он строит по каждому клиенту, по каждому человеку, который с ним взаимодействовал, такую карту. Это позволяет ему в будущем, когда мы с ним будем переписываться, обращаться к этой базе знаний и спрашивать, например, как поживает моя собака, да, которой у меня, к сожалению, нет, но у вашего потенциального клиента она может быть. Спрашивать, достроил ли он дом после того, как купил, соответственно, те доски, которые мы продаем через этого продавца. Спрашивать, то есть забивать в свою базу данных все больше информации о нас и в нужный момент вспоминать и напоминать нам, интересоваться, как все ли в порядке, соответственно, в этом направлении. И
Когда мы будем ему отвечать, он еще больше будет, соответственно, развертывать такую связь. Как можно использовать такого ИИ-агента? Мне реально не хватило фантазии, поэтому я спрашивал у ChatGPT, как этот инструмент лучше всего использовать. Он мне сказал, что это будет лучший инструмент для использования в качестве и помощников, и ассистентов. Привел несколько примеров. Например, мы можем где-то идти, что-то, какие-то данные сохранять, либо какую-то информацию сохранять, а дальше наш ИИ-агент будет это все запоминать и в нужный момент, соответственно, возвращаться к этим данным, напоминать нам, работать, взаимодействовать с этими данными. И, конечно же, он сказал про ИИ-продавца, что это будет лучший ИИ-продавец в качестве, либо ИИ-консультант, который будет помнить о наших клиентах абсолютно все. Я с ним полностью согласен. Также я еще напишу в описании, какие варианты использования этого инструмента можно придумать. Ну, либо спросите у ChatGPT. В первую очередь, конечно же, для продаж. Когда мы будем сохранять все данные о своих клиентах, наш ИИ-продавец будет четко помнить информацию о каждом нашем клиенте. Также мы его можем использовать в качестве нашего ИИ-ассистента, ИИ-помощника, либо ИИ-копирайтера, который будет запоминать, в каком стиле мы создаем контент, в каком стиле он должен создавать контент, что нам нравится, что нам не нравится. Эту всю информацию он будет запоминать. И следующий его, каждый последующий ответ будет все лучше, лучше и лучше. Это как ChatGPT с инструментом памяти, да, который есть стандартом ChatGPT, он запоминает информацию о нас. То же самое будет делать, соответственно, этот ИИ-агент. Он будет запоминать информацию о нас, либо то, как нам нравится получать от него ответы. Мы ему об этом будем сообщать, писать, и он будет логически строить эту информацию и в следующий раз уже выдавать намного лучший ответ. Причем он будет вести такие базы данных по каждому пользователю индивидуально. То есть есть один пользователь, например, вот, мы с ним, его зовут, соответственно, Михаил Бот. Он с ним обмолвился буквально несколькими сообщениями и построил, соответственно, вот такую вот карту, что это Михаил Бот, ему 20 лет, и, соответственно, он обращался к ИИ-ассистенту. Все, буквально за несколько сообщений. Когда Михаил Бот будет с ним большее количество переписок вести, соответственно, он будет пополнять эту базу знаний. Он построил вот со мной отдельное сообщение, то есть исходя из того, о чем мы с ним переписывались, построил со мной вот такую карту. Эту карту он все будет больше и больше использовать. Значит, как построить такого ИИ-ассистента? Во-первых, да, мы строим стандартного ИИ-ассистента. Все шаблоны, которые я показываю в этом и в других своих видео, вы всегда можете скачать в первом закрепленном сообщении. Там находится ссылка, переходите, попадаете в бота, и бот вам рассказывает, как вы можете получить, соответственно, эти шаблоны для того, чтобы использовать их в своей работе. Значит, триггер. В качестве триггера я здесь показываю Telegram. То есть это и помощник, которым мы пишем сообщение. Давайте для наглядности покажу. Смотрите, я им пишу: привет, у меня нет собаки, у меня аллергия на животных. И все. Сейчас этот триггер начинает срабатывать. Нажимаем Test-Tab. Этот триггер начинает срабатывать, и мы видим, что вот к нему пришло сообщение: у меня нет собаки, у меня аллергия на животных. Следующий элемент, он проверяет, можно ли от этого пользователя получать, соответственно, сообщение. Проверил, что можно, и дал запрос следующей ноде. Эта нода отвечает за то, чтобы имитировать печать в чате, то есть сейчас как будто он мне что-то отвечает. Эта нода отвечает за то, чтобы принимать голосовые текстовые сообщения. В данном случае мы ему написали в виде текста. И эта нода уже передает запрос главному ИИ-ассистенту. И сейчас, смотрите, когда я нажму на главного ИИ-ассистента, он обратится к памяти и запишет в память информацию о том, что у меня нет собаки, у меня аллергия на животных. Ну и плюс мне, соответственно, даст какой-то ответ. Сейчас я вам покажу, давайте доведем все это до конца и покажу, как это выглядит. Смотрите, он мне как-то ответил, что да, понимаю, что аллергия может быть ограничивающим фактором для того, чтобы иметь животных. Плюс он обратился, соответственно, к памяти. Давайте посмотрим. Здесь стоит стандартный инструмент от ChatGPT 4o. И здесь мы используем в качестве памяти инструмент ZEP. Этот инструмент вы всегда можете найти, просто ввести ZEP,
И вот он, инструмент memory, Zap Memory, то есть его включаете. Дальше, значит, что здесь внедрено? Здесь он для того, чтобы создавал в базе данных информацию о конкретном пользователе, он обращается к тому, кто ему пишет. В данном случае ему написал вот Игорь Зуевич, то есть я взял эту информацию, юзернейм, сюда вставил, и теперь он знает, что именно с Игорем Зуевичем, когда Игорь Зуевич, когда вот этот вот, от кого будет приходить сообщение от Игоря Зуевича, когда будет приходить информация от Игоря Зуевича, он будет, соответственно, записывать эти данные в свою память. И если мы сейчас перейдем в нашу карту, то смотрите, что он добавил, что у Игоря Зуевича есть аллергия на животных, поэтому у него, соответственно, нету собак. То есть он тут же вбил эту информацию о нас. И плюс добавил отдельный инструмент собака. Возможно, в будущем, когда мы будем разговаривать о собаке, он будет, соответственно, строить эту логическую связь между собой. И так вот по каждому пользователю. Например, у меня есть второй, нет, это вот Игорь Зуевич, у меня есть второй аккаунт в Telegram. Мы можем посмотреть, да, здесь по переписке с этим аккаунтом. Здесь просто отлично, Михаил, чем ты интересуешься. И как только мы с этого аккаунта напишем, соответственно, этому боту, и давайте запустим процесс, то он уже идентифицирует, что ему пишет другой человек, и будет эти данные забивать именно не к Игорю Зуевичу, а вот ко второму пользователю. В данном случае вот Игорь Банк, этот аккаунт звучит. Сейчас буквально через несколько секунд он сюда все эти данные подгрузит. Вот, смотрите, у меня нет аллергии собак, у меня есть 3 кошки, их имена. И, соответственно, я рассказал ему об этих именах. И также он в эту информацию о смыслах добавит ту информацию, которую мы в него только что дополнили. Значит, как подключить Zap? Нам достаточно, то есть если вы будете использовать мой шаблон, то здесь уже все данные будут внедрены. Если вы создаете заново, вам необходимо Create New Credital и сюда просто ввести API-ключ от вашего Z, от вашего инструмента Zap. Вы регистрируетесь и на первой странице в разделе Project получаете, добавляете новый ключ и, соответственно, называете его и получаете данные ключа. Копируете, сюда вставляете. Если вы используете облачный N8N, то есть N8N не на своем сервере, то вы включаете Cloud. Если вы используете не облачный, то вам необходимо сюда, соответственно, прописать ссылку на свой хостинг, на свое доменное имя, где у вас расположен N8N. Я использую облачную версию в данном примере, поэтому я сюда просто прописываю код, нажимаю «Сохранить» и все, теперь у меня есть привязка. То есть ничего сложного нет. И теперь мой агент начинает собирать данные по юзерам, которые к нему обращаются, и составлять ту самую карту смысла. Сколько стоит этот сервис? Этот сервис стоит $0 в месяц, если вы не превышаете 2000 сообщений. Представляете, 2000 сообщений. Это реально такое большое количество сообщений, которые мы можем использовать с помощью этого сервиса. Большой объем памяти, который мы можем использовать. Дальше, если вы выходите за рамки 2000 сообщений, то вы платите, сколько получается, $1,25 за каждую 1000 сообщений. Мне кажется, это хорошие цены для таких условий. Ребят, если это видео было вам полезно, подпишитесь на канал, поставьте «Мне нравится», переходите на наш телеграм-канал для того, чтобы скачать этот шаблон. С вами был Игорь Зуевич. Используйте сервис N8N. Пока.